Уточка. Всем привет, с вами МШ. Сегодня мы посетим один из объектов Третьего Рейха. Даже, скажем так, два из объектов Третьего Рейха. Это укрытие для штабного поезда Гитлера. Рукотворные тоннели, бетонные сооружения, которые служили для того, чтобы спрятать поезд и защитить его от возможных бомбежек. Поехали посмотрим. Интересная тема. История здесь довольно коротка. Наверняка вы слышали о штабном поезде Гитлера под названием «Америка». Сейчас уже вовсю строчатся комментарии, где золотой поезд Гитлера, МШ, ты его нашел? Но разговор сейчас, увы, не об этом. Так вот, из определения «штабной поезд» следует, что Гитлер не просто перемещался на нем из точки А в точку Б, но и совершал какие-то дела, проводил встречи и так далее. Для того, чтобы укрыть поезд от возможных бомбежек, было построено 4 укрытия для него. Толщина стен у таких укрытий составляет 2,5 метра. Форма бункера напоминает мне башни бомбоубежища проекта Винкеля, только вытянутая в длину. Такая форма лучше всего способствует отскоку бомб и перенаправлению ударной волны в сторону от объекта. Строительство осуществлялось немцами. 4500 человек с декабря 1940 по апрель 1941 года возвели эти рукотворные тоннели бомбоубежища. Кодовое название объектов при строительстве «Аскания» по названию фиктивной фирмы, созданной организацией Тотта для обеспечения пущей секретности. Что интересно, было 3 объекта Аскания. Норд, север, это ставка Дитлера Вольфшанце, видео которое я уже вам показывал, а также Аскания Центр, или по-немецки аналог Митте, и Аскания Юг, по-немецки аналог Süd. В каждый из объектов центра Юг входит по 2 укрытия для штабного поезда. Мы с вами осмотрим позиции Аскания Центр. 2 бункера. Один в Коневке, другой в населенном пункте Елен. Из первого сделан музей, второй – заброс. Что они из себя представляют, вы увидите непосредственно в видео. От себя дополню, что в работе успели побывать только 2 укрытия, входящие в Аскания Юг. 27 августа 1941 года штабной поезд вместе с Адольфом Гитлером прибыл в укрытие рядом с городом Стшижов. В соседний бункер в городе Стемпино на поезде прибыл Муссолини. Там же они встретились с Гитлером для того, чтобы обсудить ход войны с Советским Союзом. Краткость сестра таланта. А теперь приятного просмотра. Видео про 2 бункера, входящие в состав объекта Аскания Центр. Так, ну кажется, Яндекс.Меточка была поставлена верно. И я приехал куда надо. Укрытие штабного поезда Гитлера. И сразу же о том, что это объект явно не гражданского назначения, свидетельствует раз периметр ворота, 2 периметра, расходящиеся в стороны. Билет стоит 19 злотых, ну, считай 20, умножайте на 15, и это стоит 300 рублей. Ну, как бы, немного. Итак, на входе мы видим такие вот укрепленные огневые точки. Это такое чувство, как будто из бетонных колец сделано, из которых канализацию делают. Ну, думаю, что у них немножечко более прочный бетон. А вот примерная схема того, что мы с вами сегодня увидим. Сейчас попробую разобраться, перевести. Кстати, железка как раз входит туда. Ну, как всегда, самое интересное мы оставим немножко на потом. Пойдемте пока прогуляемся по близлежащей округе, которая таит в себе тоже некоторые интересные места. Я сфоткал себе на телефончик схемку и сейчас пойду вокруг этого бункера прогуляюсь, посмотрю, что вокруг него находилось. По левой стороне от нас идет вот этот рукотворный тоннель, укрытие, которое уже самое малое заросло. А может быть, его изначально засадили специально для лучшей маскировки от самолетов, разведчиков. И первое, что мы встречаем, это вот такое вот бетонное сооружение для хранения воды. Также здесь располагалась насосная станция. Как всегда, некая мощь присутствует. Сейчас давайте-ка ближе подойдем, оценим, что там внутри. Но как же приятно, бетон все-таки зарастает. О, вообще зелененький, мягкий. Но лучше все равно на него не падать. Хотя упасть на стену, это надо постараться. Большое помещение с толщиной стен. Кстати, тут, наверное, как всегда, один в другом бункере нет. Просто толщина стен где-то в районе метра, даже больше.
проделаны отверстия, специально оставлены проемы. Нет, тут даже поболее будет, где-то 1,5 метра, 1,20 м. Так, а что там у нас закрыто? Это уже манит. Наверное, ограждено, чтобы не упали. Скорее всего, там были те самые емкости для воды. Ну да, что там написано? Короче, нефиг ползать. Так, ну, нормально, бетон, можно наступить. Ну и вот такие вот емкости, я так понимаю, что... Ой! Я так понимаю, да, они уходят под пол сюда. И не удивлюсь, если они здесь вообще под всем полом так и идут. Емкости для воды и насосные. Почему-то я подумал, что вода заливалась в бетонные емкости. Может быть, здесь стояли металлические емкости, а там была просто насосная, что скорее. И, как всегда, характерные немецкие вентиляционные решетки. После этой моей поездки по Польше, по объектам Третьего рейха, и они уже вот невольно бросаются в глаза, невольно привлекают внимание за счет характерных округлостей, радиусов и характерного такого исполнения. Вот такая вот решеточка. Идем к следующему объектику. И буквально метров 70, и мы приходим к двум еще таким сооружениям. Первое из таковых являлось с электростанцией. Здесь наверняка стояли дизеля. А дальше, как подсказывает нам схема, находилась бойлерная. Ну, видимо, для отопления. Нагревали горячую воду. И первым делом, что я увидел, это огромный проем высотой 2 метра, шириной метра, наверное, в 2,5-3. Он раньше закрывался вот такими металлическими пластинами. Я думаю, что, скорее всего, это были жалюзи, воздухозаборные какие-нибудь. То есть воздух вот так вот через них проходил и устремлялся к генераторам, расположенным там. Толщина такая была для того, чтобы защитить работающие генераторы от взрывов ближайших. Соответственно, также воздух проходил, чтобы всякие камни там не срикошетили, которые могли здесь разлететься, там куски бетона и так далее. Ну, своеобразные такие заградительные фильтра. Выглядит, конечно, это мощно. Наверняка здесь еще между вот этими вот пластинами стояли какие-нибудь еще более мелкие сетчатые фильтра. Но не удивлюсь, если это так было. А может и не было. Ну что ж, давайте зайдем внутрь. При входе виднеется такая табличка, которая рассказывает о том, что прямо, скорее всего, была какая-нибудь электрощитовая, чуть правее станция вентиляции и фильтрования, и прямо и назад до каналов, наверное, помещения, технические каналы, которые соединяли этот бункер с бункером, где сам поезд находился. При входе виднеются остатки закладных. Здесь наверняка была какая-нибудь герма. Ну и что у нас здесь? Помещение большое. Здесь, видимо, были сами дизеля. В каналах шли кабели, отводящие электроэнергию, вырабатываемую. Ну, в принципе, все. Скорее всего, здесь было 3 дизеля. Где-нибудь 2 работали, 1 в горящем резерве. Ну, не знаю. На самом деле, могло быть как угодно. Дальше проходим. Видите, тут как бы несколько таких помещений смежных. Вот здесь, видимо, была станция фильтрации. И как раз вот эти вот характерные жалюзи, про которые я вам говорил, они вот в этом окне находятся. Ну, а здесь есть спуск. И по этому спуску можно по этой лестнице спуститься вниз и, видимо, уйти в сторону нашего бункера. Что мы с удовольствием и сделаем после того, как осмотрим еще находящееся здесь рядом помещение. Здесь находится помещение бойлерное, технический схрон. Ну, здесь мне по-польски не перевести, но насколько на английском перед этим было понятно, здесь некая бойлерная находилась. И вот, кстати, тоже такие характерные решеточки. Также они под уголком идут из такой же толстой стали, только не в таком эпичном масштабе, как воздухозаборники для дизелей. Внутри также некоторое количество помещений, абсолютно пустых. Интересно, куда было где-то немецкое оборудование? Я сомневаюсь, что немцы вывезли. Наверное, уже наши после изучения куда-нибудь экспроприировали. Вот там, кстати, можно пройти в соседнее помещение. Ну, в принципе, больше ничего. Ладушки, господа, ныряем в соединительный тоннель технический между зданием
дизельный и самим непосредственно бункером. Спускаемся по деревянной лестнице. Здесь, видимо, решетка, которую закрывают работники музея. И так, в начале разветвления. Что у нас здесь? Тут получается несколько тоннелей. Это, видимо, какой-нибудь технический для того, чтобы попустить коммуникации. На данный момент он куда выходит? Он закрыт, немножечко забетонирован. Ну давайте пройдемся с вами по основному тоннелю. Он идет с таким характерным поворотом. Видимо, это сделано для гашения какой-нибудь волны, может быть, ударной, если она пройдет в случае чего. Потому что я не думаю, что здесь в земле какие-то проблемы, которые вынудили бы проходчиков обходить какое-то препятствие. Ну, хотя все может быть. Итак, вот, наверное, старые трубы здесь остались, противоскольный потолок, противоскольное покрытие. Дальше идет довольно-таки некислое понижение, причем я уже иду согнувшись, то есть где-то здесь чуть больше метра. И, собственно говоря, мы, наверное, оказываемся под самим бункером. Я думал, что здесь можно как-то пешком пойти. Вон там есть, кажется, виднеется. Сейчас с вами выползем. Опа. Я тут уже гусиным шагом иду. Раз, ногам. Вот. И такая вот лестница, которая выводит непосредственно в сам бункер. Здрасте. Оп. Я бы ее, честно говоря, не приметил бы. Оп. А вот мы оказываемся в самом бункере. Я, как всегда, в своем репертуаре зашел не через главный вход, а где-то из-под земли выбрался. В общем, даже оно ненароком так получается. А вот так вот я, видите, вот ползаю, то есть все на мне, потому что каждый раз лазить, что-то доставать из рюкзака, это будет очень долго. Отыскать как-то кофр какой-то большой, проще уж так обвеситься. Единственное, неудобно в узких местах. Предлагаю вам, да и мне себе тоже, дойти до начала бункера и прогуляться от начала и до конца, чтобы из центра не начинать исследование. Вернувшись немножко назад, предлагаю вам начать осмотр экспозиции. Сюда подводится железная дорога, которая, естественно, уже немножечко не функционирует. И первым делом мы проходим через вход, который раньше был защищен наверняка мощными металлическими воротами. Как раз аккурат от них виднеется. И за ними находился пост охраны. Так, под столом не проходим. Так, ну ладно. Первым делом здесь вначале идет экспозиция. Экспозиция различных найденных вещей, ну и, так понимаю, привезенных. Что мне порадовало, это вот этот вот аутентичный радиоприемник тех годов. Но давайте заглянем немножечко за стенку и все поймем. Дальше я увлекся съемкой экспонатов. Из интересного отмечу немецкие радиостанции и оставшийся УАЗик, видимо, с момента нахождения в Польше советской группировки войск. Также мне понравился макет штабного поезда Гитлера. Как видите, тоннель в несколько сотен метров возводился не зря, так как сам поезд довольно длинный. В нем есть и платформы с зенитными установками, штабной вагон, багажный, вагон-ресторан, спальные вагоны, вагон для проведения встреч, вагон с охраной, баня, естественно, личный вагон Гитлера, ну и паровоз. Вот что здесь нам еще интересно. Такой макет. То есть мы сейчас находимся в этом тоннеле. Ну, а рядом показаны те бункеры, которые мы с вами прошли. То есть для воды насосная, фильтровентиляционная, генераторы, калориферы. Ну и подземное соединение, здесь можно его так себе представить. Такой вот у нас он бункер. А были еще более такие компактные убежища для бронепоездов. Ну, допустим, дверь открывается и выезжает Леопольд. Только этот Леопольд не скажет вам: ребята, давайте жить дружно. Его калибр 283 явно миру не задаст ни разу. Выглядит, конечно, добро. Я представляю, какая отдача была у этого орудия.
Сразу вспоминаю нашу поездку с Андрюхой в Краснофлотск на форт Красная Горка. Там 305 миллиметров, еще более добрый калибр. А вот это укрытие Елен, оно немножечко другое, как видите, идет с таким радиусом, ну и чуть иное расположение технических инженерных сооружений. Ну, так, в принципе, суть примерно та же. Комплекс из себя представляет один тоннель длинный с боковыми различными помещениями для персонала, для инженерных нужд. Вот входы в техническое помещение. Немножко позже в него пройдем, пока я хочу прогуляться до конца тоннеля и сделать фотографию оттуда. Еще такие, видимо, оставшиеся отсюда помповые установки. Ну, не помповые, точнее, насосные. Все, даже дело немножечко вращается. Оп. Этот потуже немножко вращается. А идти-то на самом деле порядочно. Ну, не то чтобы много, но вполне себе длинный такой тоннельчик. Так, из этой дыры мы с вами выползли, но туда, пожалуй, больше уже не полезем. Хватит, низковатенько там. А сейчас здесь начинается какое-то немножко огороженное место. Хорошо, у камеры светочувствительность нормальная, потому что здесь довольно-таки темно. Ну это, видимо, была какая-нибудь яма, хотя яма какая для ямы низковата. В общем, здесь остатки от полотна железнодорожного, точнее от закладных под рельсы. Все-таки компактный источник света никогда не помешает. Видимо, здесь показано, как выглядела вот эта вот колея. То есть рельсы укладывались на деревянные такие брусья, которые идут так вот туда вдаль. Ну, соответственно, как бы крепились непосредственно к ним. То есть шпал как таковых здесь не было. Внутри идет водосточный желоб. Ну и, в принципе, все. Подлезть под поезд здесь крайне проблематично, поэтому ямой это место не назовешь. Света в конце тоннеля здесь не имеется. Имеется только какая-то реклама и увековеченные надписи. 1988 год. Белисми. Упорный брус. Ну, это чтобы поезд, если промахнется машинист немножко, чтобы не разбился бетонную стену. И небольшой такой, видимо, выход. Ну да, точно выход, потому что там виднеется деревья. Сделан выход соответствующий для того, чтобы взрывная волна не гасилась. Ну и по идее вообще здесь еще не хватает всяких разных огневых точек. Мало ли захватывать начнут. Ну а вот так вот вдаль туда выглядит этот тоннелище. О, мужичонка бежит, как хорошо. У нас с вами еще остается необследованным такой вот вспомогательный проход вдоль всего основного тоннеля. Но, в принципе, череда помещений, отделяемых между собой, секционируемых такими вот, наверное, наверняка воздухоплотными дверьми, где должно было располагаться различное оборудование. Здесь повышенная такая влажность, чувствуется это. Ну, вот, как-то так все это дело выглядело. Там виднеется вентиляция. Находились, наверное, какие-нибудь тоже обратные клапаны, либо переговорные. Хотя нет, сомневаюсь, что здесь переговорные. А здесь, ну, что-то явно было выдрано. Но больше ничего нету. Все довольно типично. Еще один такой интересный момент. Сохранившиеся оригинальные надписи немецкие. Что-то они тут собирались сделать, проварить квадратные отверстия. И все у них прям четко, педантично. А немцы еще с них взять. Один фиг не помогло. Кстати, интересно, бункер этот имеет, как обычно, яйцеобразную такую форму, а дальше идет такая пристроечка. В ней как раз, видимо, располагалась вот эта вот техническая часть, вот этот проход, в котором мы шли. Ну и плюс еще приплюсуйте толщину бетона. Да, уже за 70 лет такой лес уже вырос, что наличие здесь железки выдаст только, ну, разве что вот насыпь, такое небольшое возвышение. Ну, естественно, я был бы не я, если бы не заехал во второй бункер, находящийся неподалеку. Он заброшен, но так быстренько его оглядим, чтобы понять, в чем там суть, соль. Во всем этом деле главное его найти.
Сказал, как в воду глядел. Пока искал второй бункер, пропустил нужный поворот и отхватил небольшое приключение. Я выехал на железнодорожную станцию, где еще до сих пор действуют семафоры. Хуже того, я напросился к дежурному по стрелочному посту в гости, и он рассказал и показал, как работает система, и даже дал поуправлять ей. Об этом снят отдельный ролик на лайв-канале. Кому интересно, ссылку на видео я оставил в описании к ролику и в видеоаннотации. Ну и в перерыве между посещениями двух объектиков, музейного и немузейного, надо обязательно перекусить, чего я вам желаю. И перекусывать мы будем сегодня традиционными польскими блюдами. Все-таки мой блог посвящен заброшенным объектам, а не еде. Но вкратце скажу, что отобедал я национальными польскими блюдами, из которых мне очень понравился суп под названием журек. Очень рекомендую его попробовать тем, кто поедет в Польшу. И вот мы уже едем по автомобильной дороге, которая приводит нас прямо ко второму бункеру, прямо к его входу. То есть, даже не надо выходить из машины. Даже можно сделать вот так вот, взять просто и заехать туда на машине. А что, нормальное дело, заехать в бункер. Я так уже однажды делал. Заезжал в ядерный бункер. Ай, главное, об рельсы. Весело. Чё? На входе виднеются также остатки от того места, где была колея. Но причем здесь не заросло, на удивление. Здесь такой же вход. А длина этого бункера немножечко поменьше, на несколько десятков метров он короче. Но суть примерно такая же остается. А вон написано длина 355 метров, даже информационная табличка висит. Здесь, видимо, раньше были ворота, но въезд здесь чуть-чуть попроще, чем в том бункере. Но надо, видимо, я думаю, зайти внутрь, да немножко прогуляться. Святое дело. Снаружи, кстати, виднеются такие вот штыри. Возможно, на них цеплялась маскировочная сетка, чтобы ее не сорвало. Но, в принципе, хотя нет. Этот мох нарос, естественно, за последнее время. Тогда это еще был свежий бетон, и, естественно, требовалось сокрытие его от наблюдения сверху именно сетью маскировочной. Наверное, этими прутками как раз это все дело и задерживалось. И я думаю, что можно попробовать как раз по этим пруткам забраться наверх. Правда, я не уверен, между некоторыми из них большое довольно-таки расстояние. Боюсь, что я срываться буду. Потом попробуем, когда выйдем отсюда. А пока давайте углубимся внутрь. Посмотрим отличия этого укрытия для поезда от посещенного нами ранее. Первым делом, первое отличие, которое замечаю, то, что такие технические помещения, технический ходок находится не с левой стороны по ходу движения, а с правой. Он также примерно выглядит, насколько сильно затоплен. Да, все так же выглядит. Единственное, здесь все немножечко в кривой сделано, поэтому и не видно на просвет, что к чему. Давайте с вами уже до конца дойдем. Что интересно, от ржавчины, от сырости здесь рельсы немножечко испортились довольно-таки своеобразно. Их внешняя поверхность стала довольно-таки такой бугристый, шершавый. Металл, видимо, слоями как-то сходил, но ржавеют здесь они совершенно иначе, чем в открытой местности. Аккуратно поворачивающий вдаль тоннель. Можно его так завить в кольцо и бесконечно ходить. Это было бы наказание по-гитлеровски. А свет в конце тоннеля выглядит примерно так. Прямого света уже не видно, видно отражение его. Можно на машине, так я сюда и заехал на машине. У меня там она стоит за углом. Не один я хожу. И очень красиво. А сейчас можно это подсветить будет фонарями. Ребята тоже изучают. Привет. Можно посветить. Привет. Сейчас, секунду, у меня еще один фонарь. И вот так вот нежданно-негаданно я из одного человека превратился в 5. Изучаем, что к чему. Вот мне товарищ говорит, что здесь, оказывается, раньше была канава и такая же канава, как и в бункере в Коневце. А относительно недавно здесь все было залито бетоном. Поэтому я иду и соображаю, где же рельсы. А рельсов-то и нету, потому что все благополучно выдрали, наверное, видимо, уже раньше. А там еще пока до конца тоннеля не дошли. Но обязательно надо дойти. Ребята ушли обратно, им лень стало смотреть до конца. Но я, товарищ, не ленивый, поэтому пойду дальше. А вот и торцевая стена бункера с интересной такой граффити. Иногда у народа фантазия, конечно, разлетается знатно. Выход в торцевой стене, в отличие от музейного, не закрыт. И можно спокойненько выйти наружу и улыбнуться заходящему солнцу. Да, заходящему. Еще тут интересность заключается в том, что
Открыты боковые выходы. 39-45. Странные какие-то увековечения. Открыты боковые выходы, через один из которых как раз зашли ребята. Ну-ка, дальнобойный фонарь. У меня несколько фонарей. Один бьет довольно-таки широким лучом, как раз полезным для съемки, а второй дальнобойный. Ну-ка, я сейчас выключу широкий луч. Ну, вот так вот выглядит дальнобойный. То есть, конечно, снимать с ним довольно-таки сложно, но зато видно, что происходит там, вдалеке тоннеля. Кто-то, кстати, сюда идет, походу. А вот это вот похоже на соединение с подземной частью комплекса. К сожалению, здесь оно безнадежно завалено, и пробираться не имеет абсолютно никакого смысла. Но суть примерно такая же, как и в том бункере в Коневце. Соединение этой части основной тоннельной с инженерно-техническим обеспечением объекта. А вот, кстати, боковой выход. Трам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Он тоже изгибается и выходит вот так вот, на такую площадку. Ну вот, кстати, бункеровочки. А это, видимо, кто-то факел жег. А здесь все выглядит так же. Я сомневаюсь, что мы увидим что-то новое. Но единственное, что это не музейная часть. Поэтому здесь должно быть все немножечко более раздестроено. Точнее, не раздестроено, а более загрязнено. Дестроить тут, я думаю, дальше некуда, потому как все оборудование, естественно, вынесено и выпилено. Такие же типовые остатки от решеток таких вот фильтров. Конечно, пипец. Они мне все равно внушают уважение. Внутри все так же выглядит, как и в Коневецком бункере, за исключением количества надписей и мусора. А я прошел специально, чтобы посмотреть на тоннель, и убедился, что он затоплен, плюс еще мусор. Так что пройти по нему не представляется возможным. Ну, разве что проплыть с аквалангом. Ну, наверное, в принципе, и все. Осталось сделать, наверное, что-то такое нестандартное. Хотя как нестандартное? Для меня стандартное. Залезть наверх. Давайте с вами, что ли, здесь попробуем, а дальше уже там видно будет, получится у нас там или не получится. Немножко сомнительно, но тем не менее. Так, сумку назад. А вот дальше проблемно. Опа. Поехали. Бывает. Лишь бы не выпал. Это будет грустно. А то я сразу девочкой стану. Однако хорошая физуха. Ничего не скажешь. Так, а что делать дальше? Если вы думаете, что здесь уклона нет, то он есть. Опа. Фу. Как я буду слезать, я даже не представляю. Но, тем не менее, я стою на вершине бункера. Однако... Привет-привет! Ну вот как-то так это все выглядит. Ну, можно немножечко пройтись по верху. Так, ну идем по верху. Ой, как я буду слезать вниз, ума не привожу, потому что он довольно-таки крутой. А до первого штыря там, ну, придется проскользить, видимо, вниз. Ну, ладно, как-нибудь. Так, дальше все довольно-таки сильно заросло деревьями. Я уже не вижу смысла туда идти дальше. Суть-то примерно одна и та же. Но вот сверху все это так вот выглядит. И теперь смотрите, как оно обросло деревьями. Я думаю, что когда его строили, деревья тоже вокруг старались не трогать, для того, чтобы они своей сенью надежней вместе с маркировочной сеткой закрывали это все дело сверху. Ах, слабоумие и отвага. Ну, погнали тогда, что ли. Блин, как бы некомфортно немножко. Да, не, проще на жопе съехать. Оп.
Так, ну это уже немножко проще. Облегчает нашу задачу. Метра 2 за нами есть. Оп. О, как удобно на боку-то съезжать, оказывается. Вообще хорошо. А вот дальше будет чуть сложнее. Но тоже вполне возможно. Теперь я начинаю держаться чисто на руках. Эх, арматуринка, не подведи. Опа. Так, видно там что-нибудь вообще? Так, вообще отлично. Я думаю, будет сложнее. Оп, палка. Ты все время стараешься выпасть. Так, часики. Как прикольно иногда поговорить самому с собой. А вы это все слушаете там. О. Так, ладно, это уже... А, у меня же появились арматурки, точно. На которые можно встать. Я уже и забыл про них. Оп. Ну все. Заживем, братцы-кролики. Опа. Опа. Зеленая ограда. Так ему и надо. Опа. Круто. Ну что ж, ребята, я думал, сниму маленький видосик для лайв-канала. Объектик оказался интересным, и даже не один, их оказалось 2, расположенных неподалеку. И поэтому очень хорошо, что так получилось. Хорошее видео, хороший объект. Я надеюсь, вам понравилось. Машина у меня заведена и уже бьет копытом, ждет меня в Варшаву ехать. Поэтому я с вами прощаюсь. Лайк, подписка, рассказывайте обо мне друзьям. Всем пока-пока. С вами был МШ. И ребята, которые также уезжают оттуда. Это же машут. Все. Пока-пока.